Я убит под Ржевом в безымянном болоте, в пятой роте на левом при жестоком налете. Эти строки Твардовского знают многие, но почти никто не знает, что именно за события стоят за ними. Прямо сейчас я должен стоять у мемориала и рассказывать вам о самой кровавой мясорубке Второй мировой, о Вердене Восточного фронта. Но я сижу в отделении полиции, общаюсь с сотрудниками уголовного розыска и Федеральной службы безопасности, потому что даже спустя 80 лет Ржевская битва, вычеркнутая из учебников и засекреченная почти на 50 лет, похоже, остается темой, которую лучше не трогать. Чем закончится история моего задержания, я пока не знаю. Я обязательно расскажу об этом в следующих видео. Но я знаю одно. Даже если придется рассказывать правду из подвала, я ее расскажу. Большую часть фильма, несмотря ни на что, все-таки удалось отснять. Так что добро пожаловать в ад, а точнее в 42-й год Великой Отечественной войны. После победы под Москвой в декабре 1941 года казалось, что перелом близок. Немцы остановлены. Красная армия переходит в контрнаступление. Командование уверено. Нужно развивать успех, выбивать врага, пока он окончательно не окопался. Начинается серия наступательных операций. Цель не просто отодвинуть фронт, а окружить и уничтожить группировки вермахта на так называемом Ржевско-Вяземском выступе. Ставка Верховного Главнокомандующего ставит амбициозную задачу – завершить войну в 1942 году. Как когда-то Наполеона выбили из России одним ударом, так и сейчас ставка делается на массированный прорыв по всей линии фронта, на окружение, на развал немецкой обороны. Осенью 1942 года Красная армия начинает наступление одновременно в нескольких точках. Результат почти везде одинаков – прорыв, ожесточенные бои, контрудары, окружение, десятки тысяч погибших. Стратегического перелома не происходит. Десятки танков. Между ними немцы проложили ходы сообщений. Сейчас мы находимся в погорелом городище, и это не случайно. В 1942 году здесь был очень важный транспортный узел. Именно сюда приходили эшелоны с солдатами, с боеприпасами, с продовольствием. И именно отсюда начинались практически все наступления на Ржев, Сычевку. Именно отсюда уходили эшелоны, а обратно возвращались пустыми. Или не возвращались вовсе. Не было боеприпасов, особенно артиллерийских мин. Иногда на день боевых действий 2-3 снаряда. Сегодня мы не будем разбирать всю Ржевскую кампанию. Историки по сей день спорят, была ли это Ржевская битва или просто несколько связанных во времени операций. Сегодня мы пройдем по следам одной единственной операции, операции «Марс», самой кровопролитной, самой трагической, самой засекреченной и забытой. 17 месяцев, день за днем. Под Ржевом за год прошла не одна, а сразу несколько крупных операций. В январе 1942-го Ржевско-Вяземская, в августе наступление в районе Погорелого городища и Зубцова, с ноября по декабрь операция «Марс» и параллельно бои за Великие Луки как часть общего стратегического давления. Общие потери Красной армии на этом направлении более 1 миллиона человек. Только в операции «Марс» участвовало около 670 тысяч бойцов и более 1900 танков. Потери до 200 тысяч человек, из них около 100 тысяч безвозвратно. Из 2000 танков почти все уничтожены или брошены. Вот я прошел и Берлинскую операцию, и потом в Кенигсберге участвовал, но таких, как под Ржевом, нигде таких операций не видел. Это такая мясорубка. Взорвались сотни каменных зданий. При отступлении гестапо... Вот артефакты в том же Погорелом городище, они просто на каждой улице. 80 лет прошло с войны, а на здании до сих пор все видно, как будто вчера закончилось. Все в шрапнели, все в пулевых отверстиях. Там пробоина от снаряда просто зацементировали. Мельница здесь, говорят, раньше была. Ну, здание, очевидно, заброшено, никто не реставрировал. Поэтому ощутить и увидеть, как это все было, вот можно просто проезжая по какой-то улице. Мы специально не искали. Из 340 танков меньше 70 дожили до вечера. Не до победы, до вечера.
В 4 утра 25 ноября 1942 года советские танковые корпуса начинают наступление из района Белого. 3-й и 4-й танковые корпуса, более 300 машин, в бой отправлены без должной разведки и поддержки с воздуха. Они должны были прорвать немецкую оборону и соединиться с частями 39-й армии. На этом участке болота, леса и минные поля. Через 2 дня боев из 340 танков остается менее 70. Пехота отстала. Саперы не успевали разминировать поля. Немцы перебросили сюда дивизию Гроссдойчланд, одну из самых боеспособных на всем Восточном фронте. Прорыв не удался. Потери катастрофические. Продвижение меньше 5 километров. Немцы ждали. Их артиллерия пристрелена. Их оборона глубока. Наши танки шли по прямой, как на учениях. Только грязь и смерть. Наступление остановлено. Здесь, под Белым, началась операция, о которой десятилетия не говорили. Операция «Марс». Мы знали только то, что русские пытаются отвоевать Ржев за счет привлечения огромной людской массы. Этих наступлений наскоком с гигантским количеством солдат мы, немцы, никогда не понимали. Но это тот случай, когда это не просто какой-то абстрактный мемориал. Здесь на самом деле находится братская могила, захоронено порядка 12 500 человек. В основном 6-й добровольческий стрелковый корпус сибирский. Установлено 125 кубов гранитных, по одному на каждую сотню погибших. Впереди часовня 12,5 метров, соответственно, тоже символизм. И тропа памяти, по которой мы сейчас, собственно, идем, соединяет часовню с мемориалом. Если будете, заезжайте. Единственное, что Яндекс.Навигатор не всегда верно его показывает, но, в общем-то, найти можно. Дорога проселочная, найти можно. Хороший мемориал. Операция «Марс» — крупное наступление Красной Армии на Ржевско-Сычевском выступе. Проводилась с 25 ноября по 20 декабря 1942 года. Задумывалась как часть общего стратегического наступления одновременно с операцией «Уран» — разгром немцев под Сталинградом. Главная цель — окружить и уничтожить 9-ю немецкую армию генерала Моделя, прорвав фронт с нескольких направлений – Белый, Зубцов, Осташовское направление и выступ 39-й армии. Советская группировка насчитывала 660 тысяч человек и 2000 танков. Потери до 200 тысяч. Из них около 100 тысяч безвозвратных. Немецкие потери около 50 тысяч. Пропорция 1 к 4. Результат неудовлетворительный. Наступление остановлено. Немецкие позиции остались почти неизменны. Операцией «Марс» командовал маршал Жуков. Это была его инициатива, его план. После провала его отправляют в тень. Не в опалу, но и не в центр. До Берлина он не появится в сводках так громко. 150 сгоревших танков из 200. Около 8 тысяч погибших. Все это за 5 километров болота и леса, которую не удалось удержать. Здесь, под Лучесой, танковые корпуса Красной Армии зашли в тупик. Они шли через болото, через минные поля, в условиях раннего снега и тумана. Впереди немецкая оборона, по флангам засады, под ногами лес и снег, по которому техника скользила, застревала и сбивалась с курса. Огонь велся по приборам, а в условиях тумана и снега это означало стрелять почти вслепую. Ошибки были не исключением, а нормой. Пехота не смогла пробиться за танковыми корпусами. Здесь не было второго эшелона и не было пути назад. Лучеса удержана. Наступление остановлено. Товарища такого не было. Или погиб, или ранен. Понимаете? Был сейчас товарищ, через 5 минут уже нет товарища. В мемуарах маршала Жукова позже прозвучит признание. Советское командование переоценило свои силы и недооценило возможности противника. Командование делало ставку на скорость. Задача нанести быстрый удар, прорвать оборону и в течение нескольких дней окружить 9-ю армию генерала Моделя. Все рассчитывалось на молниеносный прорыв. Не было проработанных тылов, не было построенной логистики и не было разработанного плана отхода. Наступающие армии должны были идти вперед и только вперед. Разведка сработала слабо. Данные немецких резервов были неполными. Большие части дивизии Гроссдойчланд, 14-й моторизованной дивизии и других остались вне внимания советской разведки. Численность противника на ключевых участках была занижена в 2-3 раза.
Вместо локальной обороны войска врезались в эшелонированную, укрепленную систему с дотами, минными полями и артиллерией. В итоге атаки шли в лоб, без обхода, без маневра часто, без расчета на ожесточенное встречное сопротивление. Это не был саботаж или халатность, это был результат поспешности, давления сроков и желания закончить войну как можно скорее. Но вместо быстрой победы фронт встал. За одну высоту под Ярыгино штурм шел 7 раз подряд. Одни и те же деревья, одни и те же воронки, разные люди, но одинаковый итог. Сюда подошли остатки танковых корпусов и пехотных соединений, которые не смогли прорваться у Белого и Лучесы. Цель была прежняя – прорвать фронт, захватить дороги и замкнуть кольцо вокруг немецкой 9-й армии. Но здесь началось не наступление, а затяжной бой. В одном и том же лесу, в одних и тех же воронках. По 5-6 атак в день, без смены позиций, без подкрепления, без результата. Здесь сражались за каждую высоту, за каждую просеку. Здесь погибали не часами, а днями. И фронт не двигался вовсе. Бои за Ярыгино шли с 27 ноября по 3 декабря 1942 года. В атаке части 41-й армии и 3-го танкового корпуса. Против них немецкие 86-я пехотная дивизия и усиленная артиллерийская группа. После провала под Белым и Лучесой Ярыгино стала точкой концентрации остатков боеспособных соединений. Танки занимали позиции в лесах, пехота пыталась захватить высоты на юге деревни. Каждый день по несколько атак. За неделю фронт сместился не более чем на 500-700 метров. Потери до 6 тысяч человек убитыми и ранеными только у одной стрелковой дивизии. Танков осталось меньше 15% от первоначального числа. Войска истощались, боезапас на исходе, а командование фронта требует идти на прорыв. Мы увидели серая полоса, это проволочное заграждение. Народ же не обученный. Ура! И разбудили. Мы подбежали к проволоке, она целая, полезли и повесили из пулеметов нас на этой проволоке. Осталось 8 человек всего. Здесь, на южном фланге операции «Марс», неподалеку от деревни Тростенец, советские части пытались обойти оборону противника сбоку. План был простой – прорваться к шоссе, отрезать немцам пути снабжения, замкнуть внутренний фронт кольца. Но уже в первый день выяснилось – фланг не работает. Части наступали без координации, связи с соседними дивизиями не было, поддержки с воздуха нет, артиллерия не дотягивает. Результат – окружение. Несколько батальонов были уничтожены полностью. Те, кто выжил, пробивались обратно, по лесам, без связи и ориентиров. Наступление в районе Тростенца шло под командованием генерала Швецова. В бой были введены части 134-й и 234-й стрелковых дивизий, усиленные остатками 4-го танкового корпуса. Задача ударить по слабому месту обороны, выйти к шоссе и перерезать коммуникации. Проблема в координации. Радиосвязь между частями работала с перебоями. Карты были неточными. Оборонительные позиции немцев оказались глубже и плотнее, чем предполагалось. Немцы перегруппировались и нанесли встречный удар. Подразделения Красной Армии оказались отрезаны. Из донесения штаба армии. Штурмовая группа Тростенца потеряна. Потери до 70% личного состава. Погибших тысячи. Орудий нет. Связь не установлена. Это был момент, когда стало ясно. Ни один из флангов не прорвался. Окружение 9-й армии невозможно. Операция «Марс» рушилась на глазах. Костино. Здесь финальная точка наступления. Дальше немецкая линия обороны, которую уже никто не пытался прорвать. Здесь погибло больше, чем продвинулось. Здесь те, кто выжил после Белого, Лучеса, Ярыгино, Тростенца. Здесь наступление остановили не генералы, а кровь, холод и понимание, что дальше идти уже некому. В районе Костино-Новоселовки 5 декабря 1942 года Ставка остановила активные наступления. Было ясно, цель окружения 9-й армии провалена, потери катастрофические, наступательные части истощены, танков не осталось. По данным Генштаба, в операции «Марс» участвовало более 660 тысяч солдат, около 2000 танков и 6000 орудий. Потери Красной Армии оцениваются до 200 тысяч человек, включая убитых, раненых и пропавших без вести.
Из почти 2000 танков около 1900 были уничтожены или брошены. Немецкие потери около 50 тысяч человек. Оперативная цель окружения и разгром 9-й армии вермахта не достигнута. Линия фронта осталась практически неизменной. Тактический замысел провалился. Оперативный эффект неудовлетворителен. И десятилетиями эта операция практически не упоминалась ни в сводках, ни в учебниках, ни в мемуарах. Причина очевидна. Победы не было. Но вопрос остается. Была ли операция «Марс» стратегически бессмысленной? Мнения разделяются. По одной версии, операция сыграла важную роль в удержании крупных сил вермахта на центральном участке фронта и тем самым способствовала успеху под Сталинградом. Этой точки зрения придерживается в частности американский историк Дэвид Гланц. Согласно его аргументации, немецкая 9-я армия не могла быть переброшена на юг именно из-за риска повторного удара по Ржевскому выступу. Согласно альтернативной версии, Красная армия сама втянулась в тяжелые сражения, не добившись ощутимого результата. Операция рассматривается как результат системных просчетов, переоценки собственных сил, недооценки разведки, неэффективной координации и недооценки возможностей обороны противника. Эта точка зрения закрепилась и в части отечественных публикаций после рассекречивания архивов. С военной точки зрения Ржевско-Сычевский выступ имел исключительное значение. Он контролировал важнейшие железнодорожные узлы – Ржев, Сычевку, Вязьму и позволял немецкому командованию держать под угрозой как Москву, так и южные коммуникации Красной армии. Это был удобный плацдарм для возможного наступления. Именно по этой причине удержание выступа было для вермахта приоритетом, а его ликвидацией – задачей советской ставки. Только после поражения под Сталинградом, когда стало ясно, что стратегическая инициатива утрачена, немецкое командование решилось на отход. В марте 1943 года в рамках операции «Бюфель» немецкие войска оставили Ржевско-Сычевский выступ. Таким образом, Марс не достиг заявленных целей, но его нельзя воспринимать как эпизод без последствий. Он стал важным элементом зимней кампании 1942-43 годов, тяжелым, дорогостоящим и замалчиваемым. Трудный путь им пришлось пройти. Сегодня, в День Великой Победы, я рассказал вам про Ржевскую мясорубку не для того, чтобы кого-то очернить, не для того, чтобы копаться в ошибках командования или спорить, кто был прав, а кто нет. Я снял этот фильм о Ржеве, потому что в этих лесах и болотах остались почти 500 000 наших солдат. Тех, кто шел в атаку, знал, что не вернется, но все равно шел. Они не взяли Берлин, они не дошли до Рейхстага, они не попали в сводки, в парады. Их ждал снег, лес и смерть. Но именно здесь, под Ржевом, был во многом решен исход войны. Эти люди и есть настоящие победители, хотя победы они так и не увидели. Их вычеркнули из учебников, заменили молчанием, потому что под Ржевом нельзя было рассказать красиво. Про Ржев нельзя было построить миф, и мы можем вернуть им место в истории, потому что память – это тоже фронт. Не пафосный, не парадный, но настоящий. И если мы забываем, они погибают дважды. Я убит под Ржевом в безымянном болоте, в 5-й роте на левом. При жестоком налете я не слышал разрыва, я не видел той вспышки точно в пропасть с обрыва, и ни дна, ни покрышки. И во всем этом мире до конца его дней ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей. И во всем этом мире до конца его дней ни петлички, ни лычки с гимнастерки